Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать, как можно собрать устройство, не зарядное просто устройство, а именно устройство, которое ремонтирует аккумуляторы. Конкретно оборудование для восстановления аккумуляторов кислотно-свинцовых, которое проделывать будет стопроцентную работу, десульфатацию. Модель данного диодного моста готового U4KB80R. Внизу вот это то, что мы видим, D560. Сюда не смотрите, это страна регион. Можно собрать, в принципе, из таких 4 диодный мост сделать и сделать тоже, где переменка, где постоянка, но зачем? Вот у нас есть вот такой вот идеальный диод на 4 ампера, пиковая нагрузка 800 вольт, очень круто. Посередине у нас входят два контакта сюда, по переменке. Сюда вот два синуса, вот сюда входит переменка. И тут не важно, где плюс, где минус, ну, вернее, где фаза, где ноль. А вот уже где постоянка идет, здесь важно, где минус, а где плюс. Протестировать такой диодный мост очень просто. Мы включаем вот прозвонка где, но нам нужно тут переключиться, где символ диода. И чтобы проверить этот диод на рабочую способность, мы вот так его не проверим. То есть в одну сторону он показывает бесконечность. Именно здесь нужно все сделать вот таким образом. Плюс к минусу, минус к плюсу. Да, здесь вот такой прикол, чтобы проверить его рабочую способность. Потому что если мы такой диод будем проверять, то тут да, надо как раз вот так именно проверять. Минус-минус, плюс-плюс. Да, знаю, там не надо сразу говорить там катоды, аноды, там отрицательные, положительные. Я просто так говорю, потому что мне так быстрее говорить, вы это все понимаете. Берем нужный блок питания нам, включаем. И, кстати, чтобы его проверить, нам не нужно включать постоянку. Нам нужно включить переменное напряжение. Почему переменное? Потому что вот тут 220 входит переменного напряжения, а здесь на выходе идет тоже переменное напряжение. Так смотрим в мультиметр, 14 вольт. Очень хороший результат на самом деле. Вот мы уже все подключили и теперь тестируем, что диодный наш мост выдает. 12 с копейкой вольт. Уже неплохой результат, но так как я уже сказал вам заранее, что это оборудование, которое будет десульфатировать, заряжать и десульфатировать, то есть ремонтировать. Если мы хотим сделать зарядное устройство, то тогда нам понадобятся вот такие конденсаторы, там на 25 вольт, 100 микрофарад, там, к примеру. Мы вот так вот включаем. И теперь смотрим, что теперь будет напряжение иное, вообще 18,40 вольт. Конденсатор сейчас сглаживает напряжение. Нам не надо, чтобы он сглаживал напряжение. Нам нужно его отсюда вообще убрать, он нам тут не нужен. Нам нужно, чтобы здесь наоборот была пульсация, для того, чтобы убирать оксид, соль, ну, сульфат, убирать с пластин аккумулятора. Для этого диодного моста нам понадобится охлаждение. Если он будет работать на полную, нам нужно охлаждение сюда 100%. Максимальная температура его, при которой он себя чувствует хорошо, это 155 градусов. В минус 55 также будет запускаться. То есть желательно, конечно, сюда использовать специальную прокладку силиконовую. Так вот, прижали его. Тут изоленту я пропущу, это позже, чтобы, ну, подальше от греха. От замыкания, так сказать. Минус 55 он работает на улице отлично. 155 градусов, у него пиковая температура. Если будет уже выше подниматься, температура, он не будет охлаждаться, у него будет падать амперы. Вот. Но так как нам 4 ампера не нужно, нам реально не нужно столько ампер на наш аккумулятор подавать. Значит, существует два варианта. Ну вот, чтобы именно 4 туда, 3,5-4, мы берем дальний фонарик, ну, лампочку, да, от автомобиля, 12 вольт, 55 ватт. Где-то тут написано, где-то вот, 12 вольт, 55 ватт. Значит, лампочка данная 3,5 ампера, 4, вот оно бывает так, оно будет полностью давать 4 ампера, нам не надо это, нам нужно, чтобы 1,5-2 ампера максимум. То есть мы вот эту лампочку сейчас сюда подключим, и дальше к клемме пойдет подключение. Сейчас вы увидите подробный разбор. Почему 2 ампера, я уже объяснил. Нам надо, чтобы 1-2 ампера максимум туда к пластинам шло. Друзья, после того, когда мы все надежно спаяли, вот так вот, можно все заизолировать теперь. Как обещал, здесь изолента. Схема подключения простая. То есть у нас вот есть два провода на выход, которые будут идти к крокодилам. Значит, смотрите, здесь просто надо поставить вот так вот, как проходная лампочка, да, вот. На плюсовую именно... на плюсовой провод, который будет идти к плюсовой клемме. Вот так вот надо пропустить эту лампочку. Минусовую мы ничего не пропускаем, вот так вот она висит. И далее мы их клеммам сейчас... я покажу, как правильно подсоединить клеммы, потому что не все знают, как правильно тут подключение делать.
Если кто не умеет паять, или с этим вообще не имел никогда дела, или не понимает, вы можете посмотреть предыдущий ролик, я там все от А до Я рассказываю, как все это красивенько делать. Да, я сейчас пишу, у меня немножечко такие шовчики тут колхозные, но я хочу вам быстрее суть показать. Значит, дальше. Мы использовать можем вот какую-то из этих лампочек, 5 ватт, 12 вольт на 5 ватт. Вот, можно такую использовать, я предпочитаю такую, та, что в салоне ставится. Это, по-моему, лампочка, если меня память не подводит, это габариты. Да, это габариты, либо задняя подсветка номеров. Можно и такую лампочку использовать, но я предпочитаю такую. Во-первых, эстетично, удобно, красиво. Заранее подготавливаем вот такой вот чехольчик, одеваем, и вот сам момент. Я лично показываю вот так вот свою методику. Сейчас много найдется профессоров, скажут, что ты все делаешь не так. Берем плоскогубцы. Это, кстати, плоскогубцы. Это пассатижи, не путаем. Плоские губы видим. Зажимаем вот так вот провод наш. Раз. Хорошенечко прижимаем вот так вот. Все же зажали. И после этого вот так вот его. Вот так вот, вот так. То есть он должен вот так сюда лечь. И прижаться с максимальной дури, которая только есть. Вот так вот мы и зажимаем этот провод. И тогда будет проводимость хорошая. Ну и никаких приколов. Вот, мы сюда одеваем вот этот чехол. Ну и лампочку вот так вот подключаем. Здесь нет плюс-минус, тут разницы нет. Это лампочка, кстати, которая понемногу будет разряжать аккумулятор. Ну а это вся установка будет, собственно, делать десульфатацию. Будут отсюда идти пульсации, и десульфатацию делать. А этот будет делать разряд, и в то же время будет происходить заряд. Здесь тоже заранее чехольчик одеваем. Вот. Помним, черный это минус, красный это плюс. Ну, для того, чтобы... Ну, так правильно. Ну что, друзья, вот такая вот штука у нас должна получиться. То есть, вот так вот у нас должна лампочка стать перемычкой между плюсом и минусом клеммой. Вот у нас весь провод. Напоминаю, лампочка 21 Вт 12 вольт, лампочка 5 Вт 12 вольт. Вот, собственно, зарядка, где я взял вот такой вот блок питания. Они продаются, стоят копейки сущие. Но дело не в этом. Дело в том, что написано было... Вот, кстати, диодный мост. Написано было, что устройство заряжает и ремонтирует автоматические аккумуляторы там по мере обстоятельств. Бред полный. Во-первых, уже этот конденсатор говорит, что это все шляпа полная. Почему? Потому что конденсатор сглаживает напряжение, убирает все пульсации, то есть уже полный бред. Ну, в общем, негодная штука. Просто годная зарядка отличная на 60 ампер, но негодная как... Абсолютно негодная как как оборудование, как устройство для десульфатации. Сейчас я взял вот такую вот приблуду. Ввожу 60 ампер. Тут 62. Загрузочка идет. 62. До 26 года. Ну, уже пришло время восстанавливать аккумулятор, так как я их жестко эксплуатирую. Так, ну что, пусковой ток 270. Тогда, когда заявлено 500. Значит, мы понимаем, что 230 куда-то убежало. То есть аккумулятор по емкости трудоспособный на 31%. Как мы видим, там 35% заряда. Что, собственно, можно... Какой вывод сделать? Вместо 62 ампера... Я не мог тут 62 выставить, тут либо 65, либо 62. Но я вышел по-скромному так. 60 ампер выставил. Значит, здесь 30 ампер где-то максимум в этом аккумуляторе. И сейчас я буду проводить десульфатацию. Посмотрим, как сильно и быстро я восстановлю этот аккумулятор. Так, ну что, друзья, всю эту приблуду подключил. Вот у нас трансформатор включен. Наш диодный мост. Лампочка светится. Это, как и ей положено, еле-еле там светится. Еле-еле. Лампочка стоп-сигнал. Процесс пошел. Ну и теперь каждых 5-10 часов я буду проверять. Наверное, каждых 5 часов буду проверять, как все это функционирует. Если вдруг, друзья, как-то вы видите, что вы не разобрались все равно, что тут за вермишель, короче, такая вот путанина, вы все равно не поняли, отпишитесь. Я в следующем видео, значит, нарисую на картинке, как это все должно выглядеть. Давайте понаблюдаем напряжение в живом времени, как оно будет расти. Это мультиметр сюда прямо.
на всю эту схему кинул. И будем контролировать, сколько, в общем, напряжения будет выдавать вся эта тема. Но когда вначале включил, было 12,3. Ну, 12,30. Растет, потихонечку растет. Как видите, 12,4. Ну так, на всякий случай для справки скажу. Аккумулятором 4,5 года. Я вот пользуюсь ими постоянно. У меня солнечная станция такая вот. И я могу от себя сказать, что эти аккумуляторы могут спокойно отпахать 7-10 лет. Для тех, кто не знал, на всякий случай скажу, аккумуляторы ниже, чем 11,7 разряжать нельзя. Это буквально 20% заряда. Но недавно я пришел к тому, что 12 вольт лучше оставлять, это 50%. Тогда никаких у вас сульфатов свинца не будет образовываться. То есть серная кислота, когда вы разряжаете их глубоко, серная кислота уходит в пластины, и туда ионы все уходят, и образуется сульфат свинца. И уже назад вся серная кислота выйти не может. И не может также выйти ионы назад. Поэтому емкость мы не можем вернуть. А чтобы пробить этот весь сульфат свинца, мы вот такую штуку соорудили. Потому что, как я уже сказал, все, раз туда вся кислота ушла, вы всю плотность не вернете. Там 1,275, вот эта отличная отметка, ее не будет. Да, согласен, что еще зависит от погодных условий, потому что зимой, например, 12 вольт это уже 0 будет считаться. Там, может, даже 12,2 это будет 0. Зимой там где-то в минус 20. Ну что ж, 5 часов прошло. На улице немножечко потемнело. Будем смотреть результат. Включаем свет. Так, прибор только запустил. Сейчас выбираем программы. Тот самый аккумулятор. Вот щупы, чтобы никто мне ничего не рассказывал потом. Вот. Я его запускаю. Сейчас выбираем амперы. 60 ампер. Все так же, ничего не меняем. Щупы. Все на месте, все одним кадром снимается. Как видите, изменения спустя 5 часов произошло. И даже очень неплохие. Несмотря на то, что, как я уже сказал, аккумулятором 4,5 года. Продолжаем нашу десульфатацию. Так, ну что, спустя 10 часов делаем тест. Все тот же аккумулятор, чтобы не было ко мне вопросов. Выставляем 60 ампер снова. Ждем тест. Я хочу, чтобы вы сразу подметили один нюанс. Вот видите, это эти провода идут. Вот, 345 пускового тока, аккумулятор заряжен на 100. То есть, сейчас будет еще один тест спустя 5 часов. Если будет заряд 100% и также останется 345 пускового тока, значит аккумулятор перестал ремонтироваться, значит это его предел. Но так как верхняя отметка будет меняться, вот мы 51% видим сейчас. То есть здесь сейчас, ну, где-то 40 ампер часов уже есть в аккумуляторе. Сейчас, если это изменение произойдет спустя 5 часов, то есть тут будет не 345, там 400, например, да, или 450, это будет, грубо говоря, там почти 90% восстановлено. Ну, то есть смотрим на эту отметку, пока красная лампочка у нас светится, должна быть либо желтая, либо зеленая. Зеленая это самое лучшее, а желтая это так себе средняк. Пока показывает, что аккумулятор еще не исправлен. Но будем смотреть, будут ли изменения. Давайте-ка я замерю, что по амперам реально. Ну, больше чем 1,5 оно давать не будет. Хоть я много раз показывал, как мерить правильно амперы, но я покажу еще раз, на всякий случай. Много новых зрителей, поэтому давайте еще раз покажу. Плюс от мультиметра должен на минус аккумулятора. Плюс должен остаться от зарядки на плюсе. А два минуса, вот, ну все просто, то есть от мультиметра минус к минусу зарядки. Да? Плюс должен на минус лечь. Лампочка горит, потому что идет заряд от аккумулятора. Я сейчас вот так выключаю. И сейчас вот покажем, например, сколько лампочка кушает. 3,5, ну вернее 0,3,5, 0,3,6, вот она должна кушать.
на аккумулятор идет 1 ампер. То есть этого достаточно для того, чтобы восстанавливать аккумулятор. Давайте сейчас, прямо сейчас, не прерывая кадр, я возьму наш аппарат, вот этот козырный, и посмотрим его состояние спустя, вот, кстати, 3 часа прошло. 3 часа прошло. Посмотрим, как продолжается наше восстановление. Все так же 60 ампер выбираем. Тест идет. Вот, пока загрузка. Покажем, что вот это, этот аккумулятор. Результат хороший, поменялось. То есть нужно продолжать. Как видите, уже 365 пускового тока. Еще 3 часа и уже до 400 дойдем. Я вот этот аккумулятор, кстати, тоже буду восстанавливать. Сейчас покажу, в каком он реально плачевном состоянии. Вот, сейчас на него все перекину. То есть я все аккумуляторы возвращаю к жизни. У меня была тема одна по-другому проводить восстановление, но это очень сложный и дорогостоящий путь. А это вот, видите, да, показатели какие. Просто жуть. Вот этот вот парень будет тоже давать потом 400 пускового тока. И даже может до 450, до 470 дойду. Ну, будем видеть. Это видео подходит к концу. Поставьте этому ролику лайк. Я старался именно для вас. Спасибо большое за просмотр. Что-то утомился я сегодня. Спасибо большое вам. И один маленький нюанс. Для новичков показываю. Амперы. Переставляем щуп. Выставляем и потом меряем по такой методике. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации.